Дешевые иранские машины слопают АвтоВАЗ и придут на самый бесхозный автозавод в России. Его не могут продать уже 5 лет. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Хотя китайские автопроизводители уже заняли значительную часть опустевших заводов в России, заброшенных предприятий, которые могли бы снова заработать, у нас еще предостаточно. Однако стоит сразу уточнить. Речь идет именно о тех заводах, которые можно относительно быстро вернуть к жизни, запустить конвейер хотя бы в течение нескольких месяцев. Если же говорить о заводах, подобных Серпуховскому СИАЗу, где когда-то собирали малолитражки АК, то смысла их рассматривать нет, ведь от таких предприятий остались лишь стены, а зачастую и их уже давно нет. Восстанавливать подобные объекты все равно, что строить новый завод с нуля. Поэтому под бесхозными автозаводами следует понимать только те, где возобновить производство реально и с минимальными вложениями. Если рассматривать именно такой вариант, то главным претендентом на звание самого заброшенного автозавода России станет Ставрополь Авто. Этот проект изначально выглядел весьма амбициозно. Завод начали строить в 2014 году с расчетом выпускать до 10 тысяч автомобилей в год и обеспечить рабочие места до 2000 человек. К концу 2017 года предприятие было полностью готово, а конвейер запущен. Там начали собирать китайские внедорожники Great Wall Hover H3 и H5, но под собственной маркой DW Hover. Казалось бы, все шло по плану, однако уже через 10 месяцев после старта производства встало, и с тех пор так и не возобновилось. За это время завод успел выпустить около 2500 автомобилей, после чего первые владельцы проекта обанкротились. После этого предприятие превратилось в головную боль для местных властей. Уже 6 лет оно простаивает. Несмотря на удобное расположение, Ставрополь стратегически выгодный транспортный узел и другие плюсы. Но ни один инвестор так и не решился его выкупить. В 2019 году у властей появилась идея переделать завод в технопарк, то есть разбить его на небольшие лоты и сдавать в аренду под склады, производство мебели, автозапчастей и так далее. Подобный формат успешно реализовали в Серпухове, на месте бывшего СИАЗа. Однако в случае Ставрополь Авто эта схема так и не заработала. Что касается попыток продать завод, то их было немало, но каждый новый аукцион собирал все меньше и меньше участников. В последние торги не пришел ни один покупатель. В отчаянии власти решили пойти на радикальный шаг. Снизили стоимость завода в 2 раза, до 2,5 миллиарда рублей. Более того, теперь каждую неделю цена падает еще на 5%. Если считать, что месяц уже прошел, то завод теперь можно купить примерно за 1 миллиард рублей. То есть инвестор может получить целое автопредприятие за 10 миллионов долларов. Фактически это бесценок. Но даже на таких условиях желающих нет. Однако кое-кто все же заинтересовался этим проектом. Единственный реальный претендент на покупку Ставрополь Авто – иранская автокомпания Iran Khodro. Тот самый автопроизводитель, который в конце 2000-х поставлял в Россию седаны Samand. Кто-то, возможно, еще помнит эти автомобили. После событий 2022 года иранцы не раз посещали Россию, представляя на автосалонах свои модели и обсуждая возможность возвращения на рынок. Причем их интересует не просто импорт, а локальное производство. Это позволит избежать утилизационного сбора и конкурировать с Ладой Вестой и китайскими машинами в сегменте 1,5–2 миллиона рублей. Похоже, что Iran Khodro сейчас просто ждет подходящего момента. Они явно рассчитывают на то, что завод обесценится еще больше, после чего его можно будет выкупить за минимальные деньги, а затем уже вложиться в восстановление и модернизацию. Такой подход, конечно, позволяет сэкономить. Однако за 6 лет простоя предприятие могло прийти в серьезную негодность. Недавно местные власти заявили, что там есть проблемы с инженерными сетями, которые, скорее всего, придется полностью переделывать. С одной стороны, Iran Khodro получает шанс дешево выйти на российский рынок, а с другой, не факт, что они смогут быстро наладить производство. А что думаете вы, хотели бы видеть иранские автомобили в России? Купили бы себе персидский седан по цене Лады Весты? Ну и обещанная мною шутка.
Для снижения цен на недвижимость застройщики начали продавать квартиры на стадии задумки. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.